открылась первая профессиональная лига кулачных боев. Обзоры уже сделали все топовые блогеры по ММА. Промоушена хардкор. Хардкор файтинг. Хардкор файтинг чемпионшип. И сегодня у нас в студии президент лиги Hardcore Fight. Весь мир по ММА и Благосфера обсуждает предстоящий бой Макса Топора и Руслана Если Левинта. ты не боишься соперника покрупнее, я готов завтра на этой площадке. Ну только не сейчас, пацаны, ну только не сейчас. Друзья, всем привет! Это второй выпуск Hardcore Fighting Championship. С вами Сульянов Анатолий и Михаил Литвин. Сегодня наши участники продолжат биться за право в 1/16 финала сразиться за 1 миллион рублей. Лучшим судьям Че, нормально? Че, как сам? Пойдет готов? Конечно, братан, всегда готов. На бинтах. И мы начинаем битву за лям. Что ты ждешь, первого? Нихуя себе! Ты отвечаешь за свои слова? Если погибаешь, погибаешь. Друзья, ну что, погнали! Но перед тем, как начать, хочу представить вам наше жюри. Эдуард Вартанян, боец ММА. Эдуард «Львиное сердце» Вартанян. Один из лучших бойцов ММА России. Боец лиги ACA. Жесткий ударник. Нокаутер. Универсальный греплер. 23 боя. 20 побед. Мастер спорта международного класса по боевому самбо. Приветствую, всех приветствую, всем добрый вечер. На самом деле, вчера я немного опоздал, но то, что я увидел, это был трэш, конечно. Кипиш внутри клетки, кипиш за клеткой. Я надеюсь, сегодня кипиша за клеткой не будет. Хотя многие бы хотели его увидеть. Многие надеются на обратное, Эдик, поверь мне. Второй член нашего жюри Дмитрий Кудряшов. Дмитрий «Русская кувалда» Кудряшов. Его кувалды в представлении не нуждаются. Многократный чемпион мира по боксу. 150 любительских боев. 138 побед. В профессиональном спорте из 23 боев 21 нокаутом. Мастер спорта по боксу и рукопашному бою. Дядь Дим, искренне вас приветствую. Низкий поклон, что с нами. Да, я не случайно здесь, я очень люблю всякого рода драки. И вчера немножко, скажем так, поработал блогером, выложил кое-какие сторис. Толик меня поругал, но отклик просто был сумасшедший. Реально, все хотят это видеть, всем это нравится. Пацаны, уважение, вы делаете сильную тему. Спасибо большое. Предоставим человеку с именем на груди Суба. Суба. Блогер-миллионник с аудиторией 5 миллионов подписчиков в Инстаграме. Один из самых жестких блогеров и выдающихся пранкеров России. Не любит кровь, боится собак, но в лиге хардкор ему приходится смотреть своим страхом в лицо. Да, я много говорить не буду. Приветствую всех. Я за красивый бой. Всем приятного просмотра. Суба, как тебе вчерашний день, вчерашние бои и замесы? Ну, хардкор, жесткие бои, да, я не ожидал такого. И я такого в жизни не видел. Чтобы ты понимал, я вчера впервые увидел нокдаун. А нокаут, когда с рассечением с кровью останавливали бой, это как тебе? Ну вот, впервые вчера я это увидел. Вживую. Он
Вот так сидел, глазки закрыл. Очень сложно смотреть на такие бои. Поэтому всем приятного просмотра. Я за красивый бой. Спасибо, спасибо. Эдуард Германский. Друзья, всем привет. Ну, я, наверное, пожелаю успехов бойцам, чтобы у них было как можно меньше травм и продвижения этому крутому промоушену. Все, всем успехов. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Эдик. В синий угол приглашается Степанов Владислав. Москва, 28 лет. Профессиональный боец ММА. Рекорд 9-6. Боец из клипа L1, мой братан. Болельщик клуба ЦСКА. При этом настоящий семьянин. Встречайте, Степанов Владислав, 76 килограмм. Меня зовут Владислав Степанов, я родился в городе Николаев, в Украине. В 2013 году переехал в Москву, здесь живу, тренируюсь. Занимаюсь смешанными единоборствами. У меня есть семья, ребенок 3 года. Вообще мне все равно, кого бить. Я побью любого. Миллион я потрачу на детский сад своему ребенку. Своего оппонента я буду бить. Мы не будем разговаривать с ним. И в красный угол мы приглашаем Никулина Тимура, город Москва, 24 года, 79 килограмм, стиль бокс. Поприветствуем в клетке парня с очень амбициозными целями. Хочет побить регбиста и топора. Кандидат в мастера спорта по боксу. Сегодня ему предстоит пройти отбор в Гран-при и доказать свою профпригодность. Встречайте, Никулин Тимур! Добрый день, меня зовут Тимур Никулин, я учусь в Российском университете дружбы народов. Я пришел сюда за своим миллионом для того, чтобы потратить на магистратуру, а также на магистратурных шлюх. Сегодня я хочу показать всем своим соперникам, кто настоящий панчер, нокаутер. А также после того, как я выиграю этот турнир, я хочу позвать самого ебанутого пса, это регбиста, чтобы его захуярить так, чтобы ему было больно. Рефери в клетке Дмитрий Валуевич. Парни, правила знаете, внимательно слушаем мою команду. У вас 2 раунда по 2 минуты. Покажите красивый, главное, честный бой. Пожали руки. Бока, когда... Готов? Готов? Первый раунд. Бой! Бой! Тимур справа начинает. Не тяни, левую ногу поставь, потом правую. Головой вперед не иди. Подшагни справа жестко. Вот так. На голову, переход вместе. Сними. Снизу. Не выставляй голову, через них разворот. Оба хорошо, пиздец. Работай. Работай. Стоп! Давай пошумим, поддержим!
Praise be. Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the welcome to the Руки подними, не надо. Блять. Нашу как пролетело сейчас. Хорошо. Постреливай иногда. Не давай ему забраться, постреливай. Работай. Бей по печени. Очень контролируй. Сразу пошел. Дистанция. Еще. Голову. Ручки забирай. praise be. Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Решением судьи выигрывает боец из красного угла Никулин Тимур. Как не уходи, пару слов, поздравляем тебя. Добрый вечер всем. Хочу сказать, я здесь для того, чтобы вырубать, а не падать. Я хочу забрать этот пояс и разъебать регбиста, так как он заебался своей вонючей собакой Топ-Дог. Регбист, если ты меня услышишь, вонючка ебаная, я иду за тобой. А также хочу, пользуясь случаем, сказать то, что у меня завтра день рождения, и пригласить Михаила Литвина к себе. Спасибо. Вот это смелое заявление. Но я думаю, как минимум видео поздравлений Миша Литвин тебе организует. Не, это факт, это факт. Конечно, это как минимум за победу. Братцы. Братья, с наступающим, поздравляю с победой, красавец. Спасибо за приглашение. Братцы, вы оба показали красивый, достойный, я считаю, очень техничный поединок. Хотел бы, чтобы вы, во-первых, пожали друг другу руки, потому что поединок был действительно равный, достойный.
Скажи пару слов нам. Здесь нету никакой агрессии, это чистый спорт. Сперва я заберу этот пояс, потом заберу у топ-дога всю его власть ебаную регбиста, а также я заберу второй пояс Hardcore Fight. И вы все будете знать Архангела, то есть меня, Тимура Никулина. Когда с Макгрегором бой? Когда на него выпрыгнешь? Хоть завтра? Когда вы поставите его рядом со мной. Очень уверенно. Поаплодируем. Крутой, красочный бой. Как считаешь, чего тебе не хватило для победы? Да выносливости просто. Чуть. Выносливости не хватило. Как давно узнал о поединке? В понедельник, в выходные, неделю назад. То есть буквально неделя была на подготовку. Ты готов привести себя в нормальные физические кондиции и через месяц у нас в лиге выступить снова? Да, конечно. Спасибо. Брат, подожди, далеко не уходи. Ребята, я вам напоминаю то, что именно вы можете стать спасателями своих любимых бойцов. В данном случае Влада. Пишите в комментариях, если вы хотите оставить именно его. И человек, боец, который набирает максимальное количество комментариев своего имени, остается в нашем турнире. Если наши зрители тебе обеспечат продолжение в турнире, ты готов дальше драться? Да, не вопрос, конечно. Красава. Миш, а жюри его спасти может? Может. Просто давайте вот мы тут так посоветовались, и Дима решил. Идем, красивый бой и попросим. Почему нет? Давайте, конечно. Надо обсуждать. Мы посоветовались, и Дима на правах самого сильного решил, что парень реально очень техничен и показал, они показали реально хороший техничный бой, и надо бы его оставить, я думаю. Я молодой, к старшим прислушаюсь, конечно. Почему такое решение? Кто будет спорить с Кудряшовым? Я на самом деле всегда против того, чтобы идти вразрез с мнением судей. Судьи, они для этого есть, чтобы правильно судить, но здесь оба показали, что они действительно бойцы, что у них есть понимание, что такое драться. И это не просто парни с улицы, поэтому я думаю, что вот это решение оставить обоих, оно вот именно в этом бою обосновано. Давай, удачи тебе. Парень палец сломал еще, кстати. Сломан Бывает палец. без этого. Это да. Парни, можно вас на центр ринга? Пожалуйста. У нас есть подарки от наших спонсоров. Я считаю, что вы своим боем заслужили их, как никто. Спасибо большое. Лечение Лига. Пошумим! Организует. Спасибо. Да, конечно. Спасибо за новые подарки. Надеюсь, это одежда от Гуччи. Поэтому всем успеха желаю и увидимся в 1:16. Литвин, готовь бабки. Брат, ты на лютой харизме, красавчик. Таких бойцов наша лига очень-очень ждет. Ребята, у вас есть еще возможность подать заявку, заявиться и стать участником лиги Hardcore Fighting Championship. Мы вас ждем. Друзья, следующий бой. В красный угол приглашается Дядев Александр, город Одинцово. 18 лет, вес 68 килограммов, любитель по ММА. Сейчас мы узнаем рецепт отличного боя. Следующий боец работает поваром, занимается смешанными единоборствами более 4 лет. Дядяев Александр, встречаем! Всем привет, меня зовут Дядяев Александр. Я представляю клуб единоборств АРС, сам из города Одинцово. Я занимаюсь смешанными единоборствами около 3 лет примерно. Я не работаю, я учусь на повара в колледже. Возлюбленной пока нет, но думаю, после этого турнира от поклонниц не будет отбоя. Я посмотрел на ребят, все оппоненты очень интересные, но несмотря на это я готов каждого побить. Ой, лям потрачу. Я вот сначала хотел купить машину, какую-нибудь старенькую бэху, потом подумал, и, наверное, куплю брату электрогитару. Когда мы встретимся с моим оппонентом лицом к лицу, я посмотрю ему в глаза и пожелаю ему удачи, потому что в бою со мной она ему понадобится. А в октагон приглашается его оппонент Рахманов Сардар, Туркменистан, 26 лет, 71 килограмм. Бокс, дзюдо, 5 лет. В Россию приехал за высшим образованием. Сердар – будущий юрист, а пока работает в грузоперевозках. Деньги планирует вложить в будущий бизнес. Приветствуем! Меня зовут Я гражданин Туркменистана, занимался дзюдо, борьба,
боксу. Учусь на юриста в Москве. Семья, мама есть, брат, братья, сестры. Аллаха боюсь, мама. Все равно, с любым выйду. Этот миллион я потрачу на открытие своего бизнеса. При виде оппонента проявлю знаки уважения. Пожелаю удачи. Парни, правила знаем, не нарушаем. Слушаем внимательно мои команды. После команды стоп, не работаем. Уважаем друг друга, показываем красивый и честный бой. Пожали руки. По углам. Не стой, отвечай! Руки выбрасывай. Давай. Бросай, навстречу бросай. Еще! Давай, добивай! Подними руки. Отвечай ему! Выбрасывай. Джеб, малой, джеб. Да. Хорош. Снизу поднимай почаще. Левый шевели. Давай, сам кидай. Отходи тоже кидай. Подними руки подними. Алой, выше руки. Сейчас уходишь. Вот, еще не правый. Что ты сразу подходишь правый? Правый или? Бой камеру. Встречай, не жди его. Алло, бей. Бей. Выкидывай сам. Бей. Смещайся, не лети на него. Давай, бей. Сам бей. Руки подними. Давай, дышай. Встречай его, не давай удариться. Подбородок ниже, руки выше. Давай, бей. Снизу проваливай. Когда идет на тебя, снизу поднимай право. Все, ты уже сравнял, давай. Встречай его, руки выше подними. Давай, бей сам, бей. Руки к голове. Давай. Ой, еще теряется, понял, нихуя против него кабан еще вышел. Руки выше держи, встречай его. На отходе руки кидай. Алой, закрываться не забывай. Руки к голове. Снизу поднимай право. Не жди ударов, встречай его. Руки выше. Второй удар добавишь, Саша. Кидай. Руки выше, не опускай руки. Руки выше, подбородок Руки к ниже. голове. Дыши. Давай, сам бей. Бей. Руки к лицу. Давай, снизу. Встречай, руки выше держи, не опускай руки. Руки не опускай. Голове подними Саню. Джебом. Руки выше. Руки выше. Дави, пробуй. Руки не опускай. Давай. Малой, руки выше. Руки не опускай. Руки поднимай. Руки выше, подбородок закрой. Встречай его. Подбородок прижимай, блядь, руки выше. Дави.
Саня, давай. Давай, руки подними. Руки выше, Саня. Сейчас полетит рука. Дави его, дави. Дави. Давай, Володь. Сейчас больше надавлю. Алло, руки выше. Я не могу за кого-то болеть, блядь, но он на 8 лет младше. Здесь третий раунд. Однозначно. Молодой красавец. Молодой, да, ребят. Молодец. Ребята, объявляется экстра раунд. Молодой, руки выше. Третий раунд. Выше руки. Контратака. Встречай его. Руки выше. Подавливай, подавливай. Руки выше. Вот контратака сразу. Ударил, отошел. Руки выше. Руки подними. Дергай его, дергай, братан. Давай. Дергай и контратакуй. Готовься, Володь. Руки подними, руки. Руки голове, Саша. Атакуй. Спокойно, Саня. Саня, бей. Правую руку. Руки в голове. Атакуй. Зайди, не бойся. Руки подними. Заходи на правую. Руки подними. Руки подними. Руки выше. Атакуй. Руки подними. Атакуй. Вот это бой вы закатили, ребята. Ждем судейского решения. Который турнир подряд мы наблюдаем, как молодые ребята 17, 18, 19 лет закатывают настолько крутые, зрелищные, конкурентные бои. Ребята, вам респект. И в этом бою побеждает Дядев Александр. Чем ты занимался? Откуда ты берешь мотивацию? Откуда такой напор? Ведь это же все-таки психологически непросто. Выйти в столь юном возрасте на кулаках. И как относятся к этому твои родители? Скажи, пожалуйста. Родители не знают вообще, что я здесь. Тебе точно 18 лет есть? Да, просто Хорошо. они очень трепетно относятся и думают, что я сейчас на турнире по шахматам, а я на самом деле пришел на голые кулаки. Ты еще и в шахматы хорошо играешь. На самом деле нет, они так думают. Так. Просто он так я хочу сказать большое спасибо моему тренеру, спасибо, естественно, оппоненту. После первого раунда было очень сложно остановиться. Красава. Именно психологически было очень тяжело.
Спасибо всем за поддержку. Поддержим бойца. Красавчик парень. Ребята, красавцы. Но с тобой мы встречаемся в 1/16 финала. И родители тебя отпустят. Даже если увидят этот выпуск. Маме сколько лет у тебя? 44. YouTube смотрит? Молодая совсем. YouTube смотрит? Какие эмоции у нее будут, когда она увидит сына, который 3 раунда рубился в кровь, в клетке, в каком-то ангаре, в окружении лютых мужиков? Ну, если видит отец, то он нормально отреагирует. Я про вас. Если мать видит, я боюсь представить на самом деле. Да? Лучше этого не видеть. Хорошо. Покажи отцу сам. Конечно, покажу. Дим, скажи, почему столь юные дарования, 18-19-летние ребята, причем без какого-то опыта бойцовского, показывают столь яркие конкурентные бои, ну и проявляют достаточно серьезную волю к победе? Как ты считаешь? Ну, знаешь, это время как раз такое, 18 лет, это время того самого максимализма, когда хочется проявить себя, хочется доказать всем и вся, на что ты способен. И здесь, наверное, вот этот именно максимализм толкает их делать вот такие вещи. Но касаемо боя, я смотрел его весь. Первую половину он честно проиграл, может быть, вот этот мужской прессинг немножко его поддавил. А потом собрался и вторую половину просто реально вытащил. Здесь можно сказать, что парень, сколько бы ему не было, 15, 17, 18, он родился с характером, и этот характер у него есть, поэтому у него есть будущее, и я думаю, что он добьется результатов в вашей лиге. Согласен, спасибо. Суба, я думаю, видно было то, что молодой пацан сначала реально уступал своему оппоненту, но потом ситуация реабилитировалась. Что к этому привело? Как думаешь? Ну, я считаю, что изначально у обоих бойцов переполняло волнение перед выходом в клетку, а вообще в целом проиграть парню постарше, это морально очень сложно, молодому парню. Мне кажется, морально сложнее тому, кто старше, проиграть молодому. Ну, я и говорю, кому... Ты наоборот чуть сказал, родной. Я просто не русский, мне простительно. Молодой красавчик, я очень рад, что есть такие таланты, есть такие ребята, которые в 18-19 вчера был пример, когда 17-летний парень вышел, просто показал технику. Я рад, что есть такие таланты и что за такими ребятами будущее. Спасибо. Итак, переходим к следующему бою. Синий угол. Пархоменко Максим, Москва, 27 лет. Тайский бокс. Занимается самостоятельно по урокам Брюса Ли. Встречаем! Меня зовут Макс, я из Москвы. В данный момент без работы, занимаюсь видеомонтажом. 3 года занимался тайским боксом, последние 2 года занимаюсь кроссфитом активно. Да, у меня есть любимая мама и папа. Есть большая симпатия к девушке, но она не взаимная. Надеюсь, она увидит это видео и ее любовь ко мне проснется. Ничего и никого не боюсь. Выигранный миллион я отдам родителям. Любите маму и папу и не падайте духом. Красный угол хочу пригласить. Махмуродов Файзали, Москва, 21 год, рукопашный бой, 2 года стаж. Всех приветствую, меня зовут Файза, я из Таджикистана. Я не работаю, я просто тренируюсь. Семьи и девушки нет у меня. Я ничего не боюсь. Хочу побить своих соперников. Если выиграю миллион, я помогу бездомным детям, ну и своим родителям. Моя мечта, чтобы мои родители были счастливы. Я скажу своим оппонентам удачи. Blessings on blessings on blessings on blessings. Парни, правила знаете. Внимательно слушаем мою команду. У вас 2 раунда по 2 минуты. Покажите красивый и, главное, честный бой. Пожали руки. Готов? Готов? Давай.
Красава, брат. Сразу души, сразу. Он уставший, души сразу. Открываем, брат. Вода дайте, вода чуть-чуть. Продолжай. Praise be. Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Yeah. Welcome to the church. Welcome to the church. Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Ввиду невозможности продолжения боя, победу одерживает Махмуродов Файзали. Парни, яркий, динамичный бой показали. Сильнейшее рассечение ты ему нанес, но согласись, что оппонент технически тоже был сильно подготовлен. Да, соперник очень хороший. Спасибо ему за то, что он вышел, приехал, подрался. Вот. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживал. Моему тренеру, который меня готовил, Александр Александрович Козлов. Вот, моим братьям, моим спарринг-партнерам, всем большое спасибо, кто болел за меня. Вот. Мам, пап, со мной все хорошо, нормально все, выступил. Вот, они просто не знают, что я здесь. Вот. И хотелось бы в конце обратиться к Мише. Миша, я тоже, как ты, снимаю пранки. И я бы хотел попросить у тебя один совместный пранк со мной. Если ты, конечно, не против. Ну, конечно, полетели. Все, Миш, спасибо тебе большое. Поздравляю. Спасибо. Друзья, на прошлом отборочном турнире, как вы помните, у нас случился, и, к сожалению, вне октагона, дичайший замес между Максом Топором и Русланом по прозвищу «На бинтах». Я знаю точно, что у Эдика скоро бой, у него все там договорено. Руслан, я вижу, у тебя много энергии, ты сюда приехал, я видел тебя в боях, у тебя только были мелкие соперники. Если ты не боишься соперника покрупнее, то здесь, на этой площадке, давай с тобой рубанемся. Ну только не сейчас, пацаны, ну только не сейчас. Давай, не у нас завтра есть день, второй день турнира? Есть. Завтра ебанетесь, пацаны. Мы можем организовать этот бой завтра. Завтра можем организовать этот бой. Через несколько боев этот бой станет главным событием, я думаю, сегодняшнего вечера. Ждем. А пока в ринг приглашается Наврузов Эмиль, Москва, 24 года, КМС по боксу, 12 лет занимается боксом. По профессии финансист, инвестирует в фондовые рынки, 73 килограмма. Меня зовут Эмиль, я из города Баку, в магазине продавцом работаю. Боксом занимаюсь 12 лет. У меня есть семья, которая живет на родине. Я боюсь встречного. На этом турнире я буду бить всех. Миллион я потрачу на обеспечение для развития спорта и в 2001 году на Олимпиаду попасть.
И следующего бойца хотим пригласить Оева Амирхана, город Москва, 73 килограмма, 21 год, стиль ММА. 3 года, 1 профессиональный бой, мастер спорта по грэпплингу, кандидат мастера спорта по, не написано почему, но почему-то серьезному. Выпускник школы Али Алиева, кузница чемпионов из Дагестана, кучерявый как Забит, сильный как Хабиб. Его цель — чемпионство в UFC. Встречайте, Оев Амирхан. Меня зовут Оев Амирхан, я родом из Дагестана. Занимаюсь смешкой уже 3 года. Выступаю в клубе «Велес» и представляю его. Не работаю, только тренируюсь. Цели — это UFC. У меня есть семья, живет в Москве, и есть семья в Дагестане. Девушки нет, я свободен. Я боюсь в этой жизни только потери близких. Я хочу побить Конора Макгрегора. Этот миллион я потрачу на своих близких, родных, друзей и так далее. Мечта моя — стать чемпионом UFC. Не пожелаю ему удачи, но пожелаю, чтобы без травм. Рефери в октагоне Александр Сидорин. Поприветствуем! Правила знаем, не нарушаем. Слушаем внимательно моей команды. После команды стоп, не работаем. Уважаем друг друга, показываем красивый, честный бой. Еще раз говорю, слушаем внимательно моей команды. По углам. Вот это будет бой сейчас. Это очень жесткий бой будет, мне кажется. Конкурентные бои реально такие. Потекло лицо. Двигайся аккуратно, легко, быстро. Передний. Ой, блядь! Левый боковой кинь, брат. Левый боковой. Жестковато, да, Мишань, чуть-чуть? Передняя рука где-то, передняя рука. Пиздец! Блядь! Welcome to the church, yeah. Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Послушай, брат, здоровье важнее, брат, пропустим. Ты, блядь, очень сильный боец, послушай. Пропустим, понял? Брат, с открытым нельзя. Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Praise be.
to the church. Welcome to the Братцы, мне кажется, что это два максимально достойнейших бойца, которые достойны дальше биться в Гран-при в 1:16. И я думаю, 100% надо оставлять обоих. Все по факту. Парни, вы красавцы, оба капитальные. Просто сказать нечего. Показали нереальную зарубу. Я думаю, один из ярчайших боев нашего отборочного турнира. Обоим спасибо за подготовку. Не переживай. Относись к этому правильнее. Здоровье дороже. Мы оставляем тебя в лиге. Оставляем тебе место в лиге. Оставляем возможность биться. Просто подлечись, подлатайся и возвращайся к нам. Поверь, здоровье превыше всего. Это правильное решение. Договорились? Спасибо! Эдик, как тебе бой? Ну, это было реально мощно. Много крови, да, парни прям когда били, кровь летела в разные стороны. Это один из самых кровавых боев, да. С ним может сравниться только вчера пару боев было. Первый там и около последний тоже был такой кровавый. Но это мясо. Мне на самом деле на такое тяжело смотреть. Но я желаю парням, чтобы они как можно скорее восстановились, вернулись и показали такие же крутые бои. Но это спортивное мясо. Однозначно спортивное мясо. И при этом все на уважение у парней было. Это очень круто. Это самое главное. Самое главное, это факт. самое главное. Дядь Дим. Всегда приятно смотреть на ребят, которые умеют боксировать. Я думаю, что зал со мной согласится. Да, они видно, что подготовлены, видно, что умеют это делать, поэтому и это все смотрибельно. Я думаю, что вот таких больше ребят, которые готовы к боям, которые не выходят просто для того, чтобы их показали на ютубе, их должно быть больше. Это профессионально, это хорошо готовые люди, поэтому уважение обоим. Спасибо. Эдик, ты профессиональный боец ММА. Вчера сказал о том, что даже тебе иногда тяжело смотреть на подобные поединки. Это действительно так или это было сказано для красного словца? Да я Диме второй день уже об этом говорю. А ему по кайфу. На самом деле, я думаю, все, кто перед этим наблюдал, как выходили бойцы, они уже изначально ощутили вот эту вот заряженную атмосферу. То есть это прям как бы фибрами души ощущалось, что что-то сейчас будет. Это как перед началом грома там начинается смеркаться. И вот здесь то же самое было. Просто уже можно было перед выходом определить, что здесь просто будет гром и молния. И, собственно, две стихии сошлись, и они продемонстрировали это очень ярко, кроваво и жестко. Но ты. Брат, можно от тебя пару слов услышать? Мы тоже очень благодарны тебе, что ты здесь присутствуешь. Ну, брат, пару слов, эмоций. Ты это наверняка видишь тоже нечасто. Больно смотреть? Мне тоже очень больно на это смотреть. Мише тоже вчера было больно, но к сегодняшнему дню он уже втянулся. Неправда. Ни капли не втянулся, мне кажется. Здесь находится основание носа. Вот, здесь открытая рана. Спортивная царапина. Здесь может быть перелом. Вот. Может быть, ушло на глазницу, я не знаю. Сколько это серьезно? Да ничего не серьезного. Смотри, можешь выступать с 10-11? Рентген сделают, посмотрят, хорошо. Ага. Он нам нужен. Хоть сейчас могу продолжить. Дальше там уже врачебный. Друзья, ну что, переходим к следующему бою. И в красный угол приглашается Резванов Эдуард, город Ноябрьск, 26 лет, бокс. Участник проекта «Дом-2». Всем привет, меня зовут Эдуард Резванов, я из города Ноябрьска. Мне 26 лет, я занимаюсь боксом и футболом. Любимой девушки нет, есть семья, которая за меня очень болеет. Я буду делать все, чтобы их не подвести. Я совсем не боюсь, и единственное, кого я могу бояться, это Всевышнего. Как таковых претендентов я еще не знаю, но я думаю, что любой подойдет. Я куплю себе выдру и
куплю козырную тачку. Пожелаю своим соперникам удачи и пусть победит сильнейший. Интересно, построил ли он там свою любовь и забрал ли он там свой миллион. Может быть, он пришел теперь и за нашим миллионом. Сейчас мы у него это обязательно выясним. Но то, что участники проекта «Дом-2» приходят биться на голых кулаках, это уже сильно. Кто же его соперник, Миш? В синий угол приглашается мой тезка по спорту Мазылу Анатолий, Молдовия, 21. А мой тезка по имени? Получается так. Получается так. Профессиональный футболист. Занимаюсь футболом с детства. Позиция вратарь. Сделаю все, чтобы не пропустить в лицо. Нужны деньги на спортивного агента. Мечтаю играть в Германии. Меня зовут Анатолий. Я из Молдавии. Занимаюсь 9 лет футболом. Пришел сюда, поскольку денег на агента нет. Пришел сюда пропиариться. Ребят, подписывайтесь. И из-за Миши Литвина тоже пришел. И пользуясь случаем, передать маме привет и всем из Молдавии, кто меня знает. Я боюсь потерять родных. Единственное, что боюсь в этой жизни. Я хочу выйти против любого. 500 тысяч отдам маме, 500 тысяч возьму себе на карьеру, агента себе оплатить и дорогу в Германию. Своим оппонентам на этом турнире я пожелаю удачи. На середину. Подойдите. Тихо, тихо, успокоились. Правила знаем, не нарушаем. Слушаем внимательно моей команды. После команды стоп не работаем. Понятно? Уважаем друг друга, честный бой показываем. Пожали руки. Понеслась! Сейчас будет интересно. Шаг назад. Готов? 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 Первый раунд. Файт! Закрывай, закрывай. Подними ручки, футболист. Представь, что надо ловить в голову. Все, что в голову летит, надо ловить руками. О, молодец, добивай. Добивай, прямые делай. Да прямые кидай, он там несет. Хорошо. Сам дай, вот, молодец, дай еще. Еще дай так же. Футболист, все нормально, ведешь. Встречай его, сразу правым нафиг, жестко. Толя, руки вверху! Руку себе не сломай, футболист. Держи его на руке! Вытяни руку левую! Вытяни руку левую! Вытяни ее! Не было там ничего, работай, футболист! Дай ты на правую, длинную, хорошую такую! Дай пенальти! И добивай, что ты стал! Добивай, что ты стал! Да, бей! Что? Ты бить будешь? Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Yeah. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the
Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Praise be. Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Yeah. Church. Welcome to the church. Welcome to the church. Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Yeah. Church. Welcome to the church. Welcome to the church. Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Praise be. Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Yeah. Church. Welcome to the church. Welcome to the church. Praise be. Ребята, как бы этот бой забавно не проходил, в любом случае у каждого своя тактика. Тем не менее, в этом бою побеждает Мазылов Анатолий, футболист. Миш, но первым после этого боя я хочу взять интервью все-таки у его оппонента, у Эдуарда. Эдуард, расскажи нам, пожалуйста, свой путь от Дома 2 до кулачных боев. Ну, все просто. Так. Дом 2, простой. Ты построил свою любовь там, самое главное? Нет, не успел. Но обязательно Отпиздил кого-то? Ну, да я бы не сказал. Там с пацанами все было ровно. Так. Поэтому не было, собственно, стычек. Вот. А с девочками? Ну, с девочками посложнее, но ты понял. В общем, хочу сказать, что очень благодарен. Где жестче, у нас или на Доме 2? Вот мне всегда было это интересно. Ну, конечно, если сравнивать небо и земля, конечно, здесь же пожестче было. Пожестче? По-мужски, что ли. По-мужски больше, да? Конечно. Окей. Вот. Спасибо большое, хочу сказать, организаторам, во-первых, все, кто за меня болел, все, кто
просто наблюдали за этим и поддерживали. Достойно. Вот. Спасибо. Братец, вы показали достойный яркий бой. Я считаю, что оба молодцы. Посмотрим. Может быть, в будущих боях или чемпионатах лиги мы найдем тебе место. Спасибо за яркий бой, за мужество в любом случае. Ну чё, я тебя, во-первых, поздравляю с победой. Во-вторых, ожидал вообще такого исхода сам по себе вообще перед выходом вообще? Нет, целый день сегодня боялся. Мандраж был бешеный. Боялся и мандраж был. Да, но тем не менее ты выиграл. Ну да. Как Хорошо, что выиграл. фарт, характер, что или все вместе? Все вместе. Через 3 дня тренировка в профессиональной лиге, и скоро в Беларуси поеду в первую лигу на просмотр. Не надо. То есть ты вообще даже дальше не пойдешь? Нет, я могу ему дать победу, если он пойдет дальше. Это интересная ситуация. Человек профессиональный футболист, скоро едет на сборы со своей профессиональной командой, соответственно, он не сможет принимать участие. Поздравляем, ты в 1/16. Спасибо. Красавчик. Ты тоже красавец. Все хорошо. Руку повредил, правда. 2 пальца. Ребят, это травма у меня от футбола. Я вышел с пальцем таким, по сути, только чуть сильнее повредил. Ничего, я считаю, это болит. Заморозку. Наоборот, уважение, смотри, Не, мы хорошо общаемся, нормально. Да я вас хочу. Да мне кажется, вместе сейчас тушить поедем. Поедем, конечно, пиццу похаваем. Да мы еще пиццу оставили. Все по-спортивному. Что ты ждешь? Нихуя себе! Сразу души, сразу! Ты отвечаешь за свои слова? Синий угол. Исаков Магомед, Москва, 29 лет. Мастер спорта по боксу, чемпион вооруженных сил. Пришел продемонстрировать свое мастерство для продвижения тренерской карьеры. После боя готов принять своего соперника в ученики. Встречаем Исаков Магомед, 71 килограмм. Меня зовут Магомед Исаков, я из Дагестана. Я являюсь тренером по боксу. Нету ни семьи, ни невесты, ни жены, никого. Ничего не боюсь. Я хочу побить какого-нибудь спортсмена хорошего, не знаю. Мечтаю вырастить хороших спортсменов, чемпионов мира, олимпийских чемпионов. 1 миллион потрачу, не знаю, на что-нибудь. Одежду куплю хорошую. Когда увижу оппонента, я не буду с ним разговаривать. И в красный угол приглашается Низамеддинов Имам, город Тула, 21 год, 77 килограмм, 2 года в ММА, 7 лет дзюдо. Не только жители России могут принимать участие в лиге Hardcore Fighting. Наш следующий боец из Туркменистана приехал в Россию учиться. Работал в пятерочке, но решил проводить время с большей пользой и сменил подработку на тренировки по смешанным единоборствам. В клетку приглашается Низамеддинов Имам. Меня Имам зовут, приехал из Туркменистана в город Тулу, чтобы учиться. В Тулгу учусь. ММА занимаюсь уже 2,5 года, где-то около 3 лет. Не, у меня семьи нету, девушка есть. Да. Я ничего не боюсь всех, кто приехал за миллионом, а я приехал, чтобы побить их. Этот миллион потрачу чтобы купить машину и родителям отправлю. Я своему сопернику скажу, чтобы он не сдох. Парни, правила знаем, не нарушаем. Слушаем внимательно моей команды. После команды стоп не работаем. Уважаем друг друга, показываем красивый и честный бой. Пожали руки. По углам. Давай. На левой ручке. Хай. Двойной. Спокойно работай. Ручки выше. Двоечки сзади, двоечки сжимай. Двойки сзади, Мухаммад, двоечку. Раз, два. Дистанция, ножка. Раз, два.
Еще. Аккуратно. Лежи, говорю. Один снизу. Окружи его. Только руки выше. Отжимай, давай. Левый прямой, правый снизу сделал. Двигайся. Руки держи. Побег. На ножках двигаться не стоит. Надо встречать. Двойный кросс. Макс, двойный кросс, говорю. Зайди левый скачком. Левый скачком. Двойный кросс. Давай. Хорошо. Правый прямой. Перейди, говорю. На ножках. Не стой. 6 секунд надо работать. Отжимайся, работай. Вот. Дыши. Нога не спеши. Главный раунд у вас сейчас. Надо забирать второй раунд. Заканчивай только правой рукой. Ты понял меня? Надо в чулаке. Вот пошел, гоняйся и работай. Не пяться назад. Левый правый сбоку попробуй, левый правый сбоку попробуй. Встречать говорю. Давай. Хорошо. Давай. Еще дальше. Лети, говорю. Левый правый сбоку сделай, брат. Еще одна левая рука не хватает. Понимаешь, что его достать. Отбивай от него. Работай.
church. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Yeah. Решением судей победу в данном бою одержал боец из синего угла. Согласны? Спокойно, разберемся. Сейчас, Дима, твой шанс. Давайте попросим судейский корпус объяснить принятие решения. Большинством голосов судей победу одержал боец из синего угла. Один судья отдал ничью, и 2 судьи отдали синему. Все, большинством. Друзья, уважаемое жюри, я хочу попросить вас вникнуть в ситуацию, высказать по очереди ваше мнение и принять решение о назначении экстра раунда. Дима. Касаемо боя, я смотрел, да, один был активнее, другой был чуть точнее, поэтому здесь однозначно сказать, что выиграл синий и все, так не бывает. Экстра-раунд — это правильное решение, и... Тишина! Выскажутся все четверо. Я думаю, что ребятам нужно еще подраться, а судьям нужно посмотреть повнимательнее. Эдуард. Не, может быть, судьи и правы, на самом деле, если они ввели подсчет и так далее. Но мне, как зрителю, а не как судье, который не считал, хочется продолжения банкета. И зрелища, крови и зрелища. Поэтому я с удовольствием посмотрел. Эдик. Если судьи решили на то, они и судьи, да? Ну вот как зритель скажу, что лично на мое мнение, победа была за бойцом в красном углу. Но это лично просто мое субъективное мнение. И я хочу присоединиться к Эдуарду. Конечно, если можно, тогда лучше сделать экстра раунд. Но так, чтобы не обижать наших... Я думаю, решение принято. Давайте проведем экстра раунд. Судейский корпус не против? Назначается экстра раунд. Экстра раунд. Хорошая молодец. Давай, хорошо. Все правильно высказал слова. Сбил встретиться. Еще раз. Стоять, двигаться. Вот так. Правый, внимание, правой. Отходи и бей! Пошел! Еще давай! Молодец! Еще нажимай! Давай! Сильнее! Смотрите, не прыгай!
Я думаю, все согласятся с тем, что экстра раунд был явно не лишним, но как минимум с точки зрения зрелищности боя и проявления характера бойцов. Praise be. Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Yeah. Красавчик, молодцы. Поаплодируем бойцам, ребята, хорошие. Единогласным решением в экстра-раунде побеждает боец из красного угла. Подожди, не уходи. Так, поздравляем тебя с победой. Братец, а не уходи, пожалуйста. Да ничего. На минуту останешься или хуёво тебя? Давай сразу к тебе вопрос тогда. Тяжко? Согласен Говорить? ли ты вообще в принципе с проведением экстра-раунда? Давай, Да, спасибо за согласен, бой. Я уверен, что в первых 2 раундах тоже выиграл, но почему-то... Значит, не согласен. Да, не согласен с первыми 2 раундами, а с третьим согласен, конечно. Поздравляем тебя. Братец, но справедливости ради, по многим судейским запискам, ты был намного активнее, но с точки зрения попадания, с точки зрения точности, 2 судей насчитали больше попаданий у него. Смотри, он мастер спорта по боксу, ничего, уважаю это. Но на меня, смотри, не царапина, а у него что. Так что... Но это У вас разница в весе 8 килограмм. Хорошо, спасибо. В любом случае, крутой, яркий бой. Молодцы, красавцы. Проходите дальше. Ну что, гоним к следующему бою. А где-то в закулисье мне подсказывают, что топор точит свои лезвия для боя на бинтах с Гусейном. Парни, вы здесь? Готовы? Готовы! Заряжены? На все 100! Все ждут ваш бой! Ребята, сейчас послушайте внимательно, потому что максимально эпатажный участник. Объясняю почему. Нестеров Александр, город Подольск, 17 лет. Самый молодой и самый настойчивый участник проекта. Когда он подал заявку, мы его сразу же развернули. Но он пошел, получил нотариальное разрешение, заверенное от родителей, прикрепив видеообращение отца. И сегодня он готов драться. В клетку приглашается Нестеров Александр, 17 лет, город Подольск. Всем привет, меня зовут Александр, я занимаюсь боксом и профильным кикбоксингом. Сам из города Подольска, родом из города Барнаул. Да, семья, конечно, есть, это мама, папа, сестра и любимая девушка. Боюсь только потерять семью. При удачном выступлении я бы хотел встретиться с Зелимханом, вот, если это возможно, и побоксировать с ним. Миллионы я потрачу на развитие отцовского бизнеса и, возможно, куплю себе автомобиль. Своим оппонентам на этом турнире я пожелаю честного поединка и удачи. Нотариальному соглашению не очень хочу верить. Мне хочется поговорить с отцом, и, насколько я знаю, он здесь. Можно еще до начала боя пригласить сюда отца? Отца Сани. Че, он плохо учится или что? Нормально. Блин, не страшно? Нет. Уверены? Да. Блин, ну 17 лет это жестко. Респект. Он не И вам за смелость, ему за храбрость. Он не по годам взрослый. Подходи, не стесняйся. Я понял, я понял. Здорово. Ты чем вообще? Занимаешься чем-то боевыми какими-то искусствами? Боксинг. Сколько лет? 4-5 примерно. То есть ты прям со стажем уже, да? Ну, можно сказать. Заряжен? Да. Красава.
Слушай, скажи мне, исходя из чего ты решил принять участие вообще в этом турнире? Тебе 17 лет. Насколько я знаю, ты получил нотариальную доверенность от родителей на то, чтобы принять участие в данном турнире. Голые кулаки, 17 лет. Не рановато ли, не страшно, не боязно? Я считаю, что нет, каждому свое. Кто как считает, то так. Откуда узнал о турнире? Рекламу видел. Рекламу увидел в Инстаграме, правильно? ВКонтакте. ВКонтакте. Хорошо, услышали. Братец, мы тебе можем пожелать в столь юные годы только успехов, потому что и сила, и мужество сразу видно, что у тебя есть. Хорошего боя. А в красный угол приглашается Замирбек Уулу Бексултан, Москва, 25 лет, ММА, стаж 5 лет, любитель. Следующий боец узнал о турнире на работе. Он работает в такси. Во время заказа услышал, как пассажиры обсуждали участие в отборах турнира. После заказа решил подать заявку, и сегодня он здесь. В клетку приглашается Замирбек Уулу Бексултан. Меня зовут Бексултан, я из Киргизии, работаю таксистом, занимаюсь спортом ММА уже 4 года. У меня большая семья, там 6 братьев. Я хочу побить самого сильного соперника. Я боюсь только Всевышнего. У меня мечта отрастить свою карьеру, пойти на сборах, попасть на лучшие клубы. Своим абонентам желаю удачи и, самое главное, весь стран. Рефери в октагоне Александр Сидорин. Середина. Парни, правила знаем, не нарушаем. Слушаем внимательно моей команды. После команды стоп, не работаем. Уважаем друг друга, показываем красивый и честный бой. Пожали руки. По углам. Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Yeah. Welcome to the church. Welcome to the church. Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Praise be.
Давай поддержим! Сам бей! Володь, бей сам! Встречай его! Прямыми, Сами, не жди! Сами, не жди его, не жди! Руки не хватает. Praise be. Welcome to the church. 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 Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Praise be. Ребята, решением рефери и мое личное мнение, что уверенную победу в этом бою одерживает Нестеров Александр. Оператор, можно? Александр, я так понимаю, у нас это результаты судейских записок. Да. Совершенно верно. Абсолютно верно, это судейское решение. Потому что есть какие-то споры сейчас, вопросы. Если у кого-то есть споры, значит кто-то смотрел не этот бой. Мы вас услышали. Хорошо, спасибо большое за твердость позиции. Так. Саня, поздравляем. Спасибо большое, Естественно, спасибо. по классике пару слов присутствующим здесь, зрителям. Ну, я рад, что бой получился честным. Вот, все было правильно, было минимум нарушений. Вот, хочу спасибо сказать папе моему, то, что за воспитание, тренеру, то, что тренировал. Вот, все. Красава. Отца немножечко спросить хочется, довольны выступлением сына? Да, доволен. Я был против, на самом деле, но Саня настоял. Давайте отца пригласим в ринг. Сейчас его сыну будут говорить слова определенные люди. Чемпион мира по боксу. Я думаю, отец хочет поприсутствовать в этом моменте обязательно. Да, Суба, ты вообще не в теме, брат. Суба на льде и на полотенцах большое дело делает. Можно? Конечно. Я был против, на самом деле, но Саня такой у нас настойчивый, вот с детства. И, ну, если честно, тяжело мне было это решение, как бы. Но у меня такое слово железное. Саня, знаешь, если я сказал нет, значит нет. Ну, а тут мое нет, оно как бы превратилось в да, ну, потому что он просил, говорит, слушай, ну вот, и посмотрел, он мне показывал бои, там, американскую какую-то лигу показывал кулачных боев. Ну, и у меня было тоже, ну, детство как бы непростое, мы дрались на кулаках, а тут как бы это спорт, я считаю, все-таки. И хотелось бы, знаете, сказать пару слов просто, ну, если честно, мне вот нравится, что здесь в ринге происходит. Ребята улыбаются, ходят, уважают друг друга. Но вот несколько раз вот эти вот вспышки, короче, это прям капец как некрасиво. И в одной книге очень хорошей написано, что владеющий собой лучше завоевателя города.
И поэтому я всем желаю, действительно, чтобы люди, они владеть собой научились. И самая классная победа – это победа над собой. А вот это вот все то, что вокруг творится, это капец как некрасиво. Вот. Ну и всем уважения друг к другу и вот так вот. Бешеные слова, спасибо. Спасибо. Спасибо вам за мужество, за отвагу и за прекрасный техничный бой. Увидимся дальше в лиге. Вы же разрешите сыну дальше выступать? Он прошел в 1/16 финала. Посмотрим. Хорошо, это будет вашим, я думаю, осознанным семейным решением. Но в любом случае были рады видеть в лиге. Это был крутой бой. Ты большой молодец. Молодцы. Спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо. Мы Hardcore Fighting Championship. Ищем партнеров, чтобы стать еще больше, зрелищнее и мощнее. Интеграции вашего бренда с охватом миллионной аудитории. Пишите на partnership@hardcorefc.ru. Едем дальше. Синий угол. Присяжнюк Александр. Город-герой Одесса. 22 года. Тайский бокс. Работает официантом. Хочет открыть свое кафе. Встречаем! Меня зовут Саша. Я из города Домодедово. Мне 22 года. Работаю в городе Домодедово в кафе официантом. Перебрался из Одессы 4 года назад. И 3 года занимаюсь тайским. Семьи, к сожалению, нету, но есть любимая девушка. Боюсь тараканов. Я хочу сломать своих соперников, бойцов, чтобы они поняли, кто я. У меня есть мечта. Я выиграю на 1 000 000, потрачу на свое новое заведение. Я желаю своим оппонентам удачи и хороших боев. Ребята, мы как организаторы, как ведущие этого проекта должны быть каждому бойцу беспристрастны, но тут не обессудьте, потому что парень приехал сюда драться только ради того, чтобы увидеть Мишу Литвина. Не обессудьте, но это реально тут так написано. После боя снова поедет на работу, хочет купить «Газель». Встречаем Кулаков Дмитрий, Кыргызстан, 75 килограмм, 24 года, стиль кикбоксинг. Я реально слышал эту историю в закулисье. Парень работает в доставке МВидео Эльдорадо и отпросился всего на пару часов с работы, только чтобы увидеть Мишу Литвина. Ну, его мечта сбылась, осталось заплатить цену за нее. Меня зовут Дима, мне 24 года, я родом из Кыргызстана, работаю в МВидео, занимаюсь боксом, холостой, но девушка есть. Ничего я не боюсь. Я хочу победить своего соперника достойного. У меня есть мечта купить грузовую машину, и я потрачу этот 1 000 000. Готов? Готов? Первый раунд. Ой, блядь! Пиздец! Ебать! Открывайся! Да, все, давай. Все, уже потерян. Он же медленно кидает. Защищаться не забывай!
Самое главное, тут, давай. Руки выше подними. Часу надо дать, давай. Руки сожми, ты сожми, поломаешь пальцы. Вперед иди. Защищаться не забывай. Очень не сильная дыхалка. Время, выходим, секунданты. Не, у меня нету такого, что я болею там за кого-то из них. Как правило, мы начинаем болеть за тех, кто проигрывает, блядь. Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Yeah. Church. Welcome to the church. Welcome to the church. Поддержим бойцов! Руки выше. Да, добавил. Пошел. Руки выше. Энергичнее. Еще давай. Руки не отпускай. Минуту работы. Не бойся, атакуй. Не останавливайся. Ближе. Да работайте, блядь! Добавь! Судейская бригада объявляет экстра раунд. Судейская бригада объявляет экстра раунд. Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Yeah. Church. Welcome to the church. Welcome to the church. Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the Экстра раунд! Делай вещи! Давай ближе работай. На дистанцию. Руки не отпускай.
Опа, тихо. Экстра раунд, 4-й. Ребята, для понимания сразу, все те 2 раунда, которые были до этого экстра раунда, они перечеркиваются, они обнуляются. Да, просто многие могут не знать этого. Поэтому сейчас все будет решаться только по экстра раунду. Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Раздельным решением судьи в этом бою выигрывает боец из синего угла Преснежнюк Александр. Сразу что-нибудь. Поздравляем, во-первых. Во-вторых, скажи что-нибудь. Спасибо большое всем, кто присутствует, что дает эмоцию эту. Для вдохновения, для радости, для старания. Дальше будет больше. Спасибо вам, дорогие зрители, гости, ребят. И вам спасибо за организацию. Спасибо тебе, что подарил эмоции всем здесь присутствующим. Нет монополия. Пожми сопернику руку обязательно. В первую очередь. Уважение прежде всего. Дим, еще раз можешь объяснить, пожалуйста, как принимается решение для всех, как председатель нашей судейской коллегии, как принимается решение по экстра раунду? Потому что как и у бойца, который, объективно первые 2 раунда, как мне показалось, мне, не профессионалу, как показалось, вел. Мне тоже так казалось. Он абсолютно объективно. Сейчас у него вызывает это негодование. Объясни, пожалуйста, это нам, зрителям и бойцам. Как принимается финальное решение по бою при экстра раунде? Вот экстра раунд, когда судьи назначают экстра раунд, первые 2 раунда, можно сказать так, аннулируются. Их решение не учитывается. Дальше идет у нас экстра раунд. По экстра раунду уже судьи смотрят бой, и конкретно в данном случае уже по экстра раунду судьи определяют, какой из бойцов победил. Братец, я думаю, тебе все разъяснил. И судья данного поединка. Но от себя могу сказать, ты показал достойнейший, высший уровень. Не только с точки зрения уровня единоборств, но и с точки зрения воли к победе, выдержки. Как ты превозмог свою усталость. Это было действительно очень круто и реально очень зрелищно. Я думаю, Миша может поговорить с матчмейкерами нашей лиги и предоставить тебе возможность сразиться еще. Скажи нам пару слов. Можно я скажу? Я вот всю ночь, честно скажу, не спал, я отдыхал, пиво пил, гулял с девчонками. Сразу на работу поехал, в М-видео на доставку. Я работаю в Эльдорадо. И в часов 10 я водителю говорю: отпусти меня, я хочу драться, найди замену. Я очень хочу выйти. У тебя водитель личный есть? Да. И вот я решил, думаю, вот успею, вот я успел приехать. Я думаю, что вам просто нужно было шоу 3-й раунд. Вот и... Пожалуйста. Красава! Молодец, красавчик. Эдуард Вартанян, легенда российского ММА, вручает подарки обоим участникам. На самом деле, я считаю, на самом деле, была на канале ничья. новый ведущий. Поэтому все, вам, парни, удачи. На самом деле, вот если ребята показали до этого накал, то вы показали бескомпромиссность просто и готовность, желание идти до конца. Вообще респект вам. Спасибо. Братцы, спасибо. Погнали дальше. Поздравляю. За 2-й день отборов мы провели еще несколько десятков поединков. Хайлайты самых мощных из них прямо сейчас. Меня зовут Али, я живу в городе Раменское. Меня зовут Сосновский Александр, мне 23 года. На этом турнире я скажу своим абонентам уважать друг друга. Своему оппоненту я говорить ничего не буду.
Просто посмотрим, надеюсь, друг на друга и хорошо подеремся. Меня зовут Абдулгаджиев Гусейн Хайруллаевич, родом из Дагестана. Здравствуйте, меня зовут Амир, я из Узбекистана. Своему оппоненту, когда встретишь с ним лицо к лицу, скажу ему удачи. Да, удачи, чтобы без травм все обошлось, все было красиво и четко. Выйдем и покажем. Побеждает Абдулгаджиев Гусейн. Я думаю, следующий боец не нуждается в представлении. С таким топором точно можно сварить кашу. Встречаем Макс Топор! Всем привет, меня зовут Максим, мне 30 лет, рожден в городе Харькове, проживаю город-герой Москва, представляю бойцовский клуб «Львиное сердце». Работа моя связана с тренировкой людей, я тренирую людей. У меня есть жена, дочь Полина, 6 лет. Я боюсь подвести тех, кто вкладывает в меня силы, энергию, время. Я боюсь подвести их ожидания. Мне абсолютно не важно, какой соперник будет рядом со мной, но на этом турнире соперник уже определился. Я думаю, что мы покажем красивый, достойный бой. Я ничего не скажу своему оппоненту, когда мы встретимся лицом к лицу. За меня скажут мои глаза. И встречаем его соперника, бойца из красного угла, который незамедлительно вчера принял вызов Макса, Руслана Гусейнова, 85 килограмм, настоящий псих, но людское ему не чуждо, любитель драться на бинтах. Все его именно по этой теме и знают. Готов выйти с любым, и большим, и маленьким. Уверен, что из топора кашу не сваришь, а вот отбивную вполне. Встречайте, Руслан Гусейнов. Руслан на бинтах с 10 лет наводил ужас на улицах Голландии. И в местных исправительных учреждениях его хорошо запомнили. Был депортирован из страны тюльпанов под конвоем в 2012 году. С тех пор живет в городе Златоуст. Из всех видов единоборств предпочитает голые кулаки. Этим и запомнился зрителям. Я ему предложил на голых кулаках. Первый день отборов в хардкор-файтинг. У бойца произошел конфликт с Эдом Германским. Дело почти дошло до драки. Разборку пресек Макс Топор, вызвав Гусейнова на кулачный бой. Руслан принял вызов, чтобы доказать, что он не трус. Меня зовут Руслан, я родом из города Златоуста. Меня депортировали из Голландии. Депортировали по причинам того, что я вел разъяснительные беседы с мелкими наркоторговцами. Все вы меня знаете из предыдущих интернет-проектов. У меня есть жена и 2 детей, и я порву любого за них. Я никого не боюсь в этом мире. Я хочу покалечить людей, которые не отвечают за свои слова. Я не буду желать своему оппоненту, чтобы он не получил слишком много травм. Как видите, мои желания, как правило, материализируются. Так что я пожелаю ему скорейшего выздоровления. Хочу сказать обоим участникам, парни, вы вчера серьезно зацепились на личном, но должен сказать, вы оба очень достойно и как спортсмены приняли вызовы друг друга. Поэтому я предлагаю все личное отбросить, и чтобы в клетке остался только спорт. Готовы?
Рефери в октагоне Александр Сидорин. Да, и пацаны, самое главное на уважении. Парни, вы профессионалы. Правила знаем, не нарушаем. Слушаем внимательно мои команды. После команды «Стоп» не работаем. Еще раз прошу, слушаем внимательно мои команды. Уважаем друг друга. Показываем красивый и честный бой. Если нет вопросов ни у кого, пожали руки. Нихуя себе! Нихуя себе, Толя! Блядь. Надо останавливать нахуй. Нет, есть судьи, все. Есть судьи, есть он. Есть те, кто принимает решения. Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Вы это видели, дорогие друзья, я не знаю, это... Я никогда в жизни не испытывал таких эмоций. Макс Топор. При любых раскладах, Тигр, брат, ты вышел, посмотри против какого веса. Руслан, Да все. вообще похуй, Тихо, какого тихо, тихо, веса, Руслан, не блядь. плюйся. Русь, ты молодец. Но это спорт, понимаешь? Это спорт. Понимаешь, это спорт. Так что Где всё. молодец, блядь? Все, а это уже другой вопрос. Да нормально все со мной, блядь. Все. Какое сегодня число, помните? Число какое? Welcome to the church. Yeah. Welcome to the church. Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Welcome to the church. Praise be. Praise be. Welcome to the church. Welcome to the church. Подожди, я трус? Нет. Ты отвечаешь за свои слова? Да, конечно, ничего себе. Такая заруба. Парни, вы оба красавцы, поддержим бойцов. Вот это уровень. Вот это уровень уважения. Ну что, в этом бою победу техническим нокаутом одержал Макс Топор. Молодец, красавчик. Макс, с твоего позволения сначала спрошу пару слов у твоего оппонента, отправим его зашиваться и потом поговорим с тобой. Продержись, не потеряй много крови. Братец, на коротком уведомлении. Вчера в секунду ты принял бой после конфликта. Решение было принято на эмоциях. Да мне без разницы. Если человек думает то, что я трус, я докажу ему обратное. Мужчина! Ты готов идти дальше с нашей лигой? Я всегда готов подраться. Всегда готов показывать красивые бои. Ради своей семьи я готов подраться с любым. Братец, ну еще одно хочу тебе сказать. Ты сегодня явил самое настоящее уважение после боя к своему сопернику. И это очень многого стоит. Отбросив эмоции в сторону. Красавчик, спасибо тебе большое. Ждем новых ярких боев. Брат. Вкуснятина какая, а на палочке. Не выкидывай, достали два из ноздрей. Макс, ты в силах дать пару слов? Да, конечно, я чувствую себя отлично. Я хочу поблагодарить всю команду, которая меня поддерживали, всех своих друзей, каждый лично
но не буду перечислять их, у меня много. Каждый лично знает, какой он вклад привнес в мою подготовку и в то, чтобы я оказался здесь, свою жену, которая меня поддерживает. Свой клуб бойцовский «Львиное сердце», своего тренера Георга, моего спарринг-партнера Женю Моряка. И там игрушки, по-моему, спрашивали, у кого есть дети, там игрушки, подарки. Я думаю, дочка будет не против, там, да, плюс игрушечка и будет. Вот, друзья, помним, что в первую очередь все мы здесь собираемся для того, чтобы быть примером для подрастающего поколения, показать спорт, показать силу духа и напомнить всем, что в нас еще есть запал, будем топить только вперед. Спасибо организаторам за то, что предоставляете возможность нам проявлять себя. Низкий поклон. Макс, еще один вопрос. Тебе спасибо, брат, тебе спасибо. Еще один вопрос, Макс. Я так понимаю, тактика была с самого начала просто лететь и убивать. Да, тактики не было. Это бой, тактика рождается в процессе. Я особо, не профессионал, да. Моя задача просто была выйти и отдать всего здесь, в этой клетке, для того, чтобы вот все, кто наблюдают, максимально кайфанули, да, и... Извини. Да ничего, я уже весь. Клеенки ходить. Вот, когда так, друзья. Красава, Макс. Еще раз тебя поздравляем. Спасибо. Умница. Это было мощно. Братцы, если можно, на центр ринга подарим машинку как раз для дочки. О, от души. От души, спасибо. Благодарю. Братцы, я думаю, это будет одним из ярчайших блогерских боев этого года точно. Красавцы, спасибо вам еще раз огромное обоим за этот яркий бой, за эти эмоции. Спасибо! Пошумим, давай! Когда я назвал Руслана трусом, да, потому что он выбирает себе мелких противников. Вот сегодня он абсолютно честно по-мужски доказал, что он не трус, выбрал соперника меня, который тяжелее его почти на 10 килограмм. Я надеюсь, мы показали вам хороший бой, вам всем понравится, всем желаем крепкого здоровья. Хотел добавить к данному, что такого достаточно мощный соперник. Я очень рад, что мы с ним зарубились, и я рад, что он признает, что человек, который дерется, который не может быть трусом, потому что человек, выходящий в клетку, он по определению уже не трус. Да пиздец, блин. Есть смысл зашиваться? Да, сейчас делаем. Да может не надо, чё? Нет, все, ладно, такая неприятная. Ну ладно, давай. Ну что, ребята, благодарим всех бойцов, всех присутствующих здесь, всех зрителей. Спасибо вам, ребята, за просмотр. Это конец второго выпуска. Бешеный конец, как по мне. Но только начало Hardcore Fighting Championship. Впереди отборы, впереди гран-при тяжеловесов, впереди супер яркие бои и супер яркие противостояния. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, колокольчик. Охуеть, я научился, да, говорить? Да, это уже все как родное, от зубов отскакивает. Да, ребята, не забываем подписываться. Колокольчик, чтобы не пропускать бешеные бои. Вы с нами, мы с вами, мы тут. Все, связь. Спасибо вам, что вы с нами. Хардкор! Yeah!